Война. День 236. Ситуация на фронтах. Иран собирается поставлять свои ракеты России. С одной стороны, это показывает, насколько у России все деградировало, что такая большая страна не справляется с производством ракет в войне с Украиной и сильно исчерпала свои запасы. С другой, как бы там ни было, эти ракеты все же усилят Россию. Сейчас речь идет о поставке двух типов баллистических ракет – Зольфагар с дальностью 700 км и Фатен-110 с дальностью 300 км. Эти ракеты довольно неточные, но для российской тактики террора это и не столь важно. Воздух. Россия продолжает терроризировать мирное население Украины, нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры и жилым домам. Удары в основном наносятся иранскими дронами «Камикадзе», что свидетельствует о нехватке ракет у России. Так сегодня были атакованы Одесса, Николаев и Киев. Сообщается, что по Киеву было выпущено 28 дронов, 23 были сбиты, а 5 поразили жилые дома и офисные здания, в результате чего погибли мирные жители. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы в Сумской и Харьковской областях, а в Белгороде вчера происходили довольно любопытные взрывы. Если к звукам и кадрам работы ПВО там все привыкли, то вчера взрывы были на земле в аэропорту. И судя по кадрам, были как раз таки поражены зенитно-ракетные комплексы. Это можно судить по характерному хаотичному разлету ракет в результате поражения. Вероятно, белгородское ПВО было уничтожено противорадиолокационными ракетами «Харм», а вместе с довольно точными ударами по подстанции это все свидетельствует о снятии табу на применении западного оружия по территории России. Вероятно, отмене послужил начатый Путиным террор мирного населения Украины. После подавления противовоздушной обороны, как это было в Херсонской области, начинаются уничтожаться все военные объекты с помощью «Хаймарс». Думаю, именно это и стоит ожидать в дальнейшем в Белгородской области, где этих объектов довольно много. На фронте от Сватова до Кременной продолжаются встречные бои, но без серьезных продвижений. Россияне продолжают окапываться и накапливать силы в основном из мобилизованных, которых сейчас активно отлавливают по всей России. На правом берегу Северского Донца российские войска продолжают атаковать Солидар и Бахмут. Каких-то значительных продвижений у них нет, но бои там сейчас самые ожесточенные. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, в том числе Запорожье подвергается ракетным обстрелам, но изменений на земле не произошло. Юг. Никаких доказательств украинской атаки, о которой заявляли россияне, пока нет, ни в виде освобожденных территорий в случае успеха, ни в виде разбитой многочисленной техники, если атака потерпела неудачу. Сообщается о взрывах в Мелитополе, Новой Каховке и Джанкое. Кадров, что именно там взрывалось, пока нет. Спасибо за просмотр и всем, кто поддерживает канал финансово. Также буду благодарен вашей подписке, комментариям адекватным и колокольчику.